Если я ошибусь, я честно скажу, я ошибся и пойду на фронт. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу вам рассказать о таком явлении, как эксперты. Если вы внимательно посмотрите, и даже невнимательно, на любые ленты телеграм-каналов, на телевидении, телемарафон, что у нас сейчас самое главное, куда все не очень умные люди, мягко говоря, молятся, что мы там видим? Эксперт на эксперте и экспертом погоняет. Я хочу вам рассказать, откуда эти эксперты берутся на самом деле, что они из себя представляют. И запомните, главное, эксперты ни хрена не знают. Мы с вами пережили уже 2 революции, АТО, война идет, эпидемию ковида, распад Советского Союза, то есть обретение Украины независимости, потом там в начале уже были экономические проблемы, потом появились олигархи, криминал, то есть бандитские 90-е. Каждая вот такая вот ветвь, особенно в более новой истории, где-то начиная там с конца 90-х, ну, наверное, более с 2000-х, когда начали расти технологии, а последние лет 10 просто колоссально эксперты, эксперты, эксперты. То есть берем революцию гидности. Там появилась целая куча новых экспертов. Тогда первый раз массивно выплыл и тот же Арестович. Сейчас война, появились Жданов. И на протяжении всего времени вы видите там всяких экономических экспертов. Также была известна такая технология, особенно это процветало на каналах Медведчуковского пула. Вы там видели политолог. Человек непонятно как одет, непонятно откуда вылез, какой-то с непонятной грязной головой, но он политолог. Как это работало? $1000 человек платит, у них там нечего показывать на этих каналах, я имею в виду не прайм-тайм, хотя иногда и в прайм-тайм, но чаще всего это днем, ранний вечер, первая половина дня. Люди давали бабки для того, чтобы себя раскрутить. Отцы давали за своих детей, политики давали за тех политологов, которые будут за них чирикать разную ерунду и становиться, как у нас модно говорить, лидерами общественных мнений. Но не буду вас утомлять, давайте по персоналиям. Первый мой любимчик — это военный эксперт, так называемый Жданов. Этот человек говорил, что войны не будет, очень упорно, последовательно и очень категорично. И вообще обратите внимание, что не было ни одного, я вот сейчас хочу по поводу военных экспертов, не было ни одного эксперта, который бы говорил, что война будет. Все говорили, что не будет. Знаете почему? Потому что это была очень выгодная позиция. Потому что тебе не надо ничего прогнозировать, тебе не нужны никакие аналитические способности и знания. Ты просто должен говорить то, что более вероятно. Естественно, по теории вероятности война менее вероятна, чем то, что ее не будет. Я уже рассказывал, что этот же Жданов имел попытки неудачные пойти в политику. На самом деле это... Просто люди не знали, забыли. Это тот самый мем-прапорщик Дубко. Но недавно я увидел, меня просто уже... Ну ладно, ты там сидишь, глупости вещаешь на военную тематику, хотя уже с миллионной аудиторией. Значит, кому-то это надо. Кто-то его вытащил на телемарафон и везде. Через телемарафон он набрел большую аудиторию. Люди тоже в запой смотрят его в Ютубе. Но вот посмотрите вот это видео. Очень интересная новость проскочила в некоторых средствах массовой информации о том, что, вы знаете, готовится форум в Давосе. Ну, разное отношение к этому форуму. Кстати, наш мэр города Киева Виталий Кличко хочет выступить на этом форуме и готовит там для этого речь, о чем он огласит. Так вот, сейчас гости съезжаются на этот форум во французский Давос. Ну, вы же понимаете, что эти гости, они не ездят ни на поездах, не ездят на машинах на такие большие расстояния. Они летают либо на собственных самолетах, либо на арендованных самолетах. Но это в основном персональные рейсы, так называемые чартерные рейсы, которые они арендуют. Так вот, организаторы форума в Давосе, которые ратовали за борьбу с COVID-19, которые ратовали за карантинные мероприятия, которые ратовали за вакцинацию населения, поголовную вакцинацию, поставили в райдере на перевозку гостей, поставили небольшое условие. Ни один пилот, который будет перевозить гостей форума, не должен быть вакцинирован. Вот такая вот интересная особенность выявилась в ходе подготовки форума в Давосе. С чем это связано? Ну, я думаю, на этот вопрос может ответить только сам доктор Шваб, который является
организатором этого форума и инициатором его проведения. От него, скорее всего, исходило такое. Сидит человек, взрослый вроде бы как не сумасшедший, ну я так думал, видимо ошибся. И на полном серьезе говорит, те вещи, которые просто-напросто были опубликованы есть американские, а потом подхватывают их рашисты, переводят на сайты о теориях заговора. И вот такую вот дичь про прививки, про вот это все рассказал. Вы можете себе представить, люди, которые с головой, вообще, как можно себя, что в голове у Жданова, во-первых, а во-вторых, как вы можете уважать себя и вот это вот слушать? У меня это не укладывается все вместе. Ну и по сей день уже вроде бы там и бабки нормальные получают и все остальное. Все равно на фоне этой югославской стенки. Понимаете, это просто несерьезно. Еще раз вам говорю, в информационном пространстве, в информационном поле нужно соблюдать как вот в питании пищевые привычки, у кого-то это диета, так и здесь. Потому что если вы будете потреблять всякий хлам, то вы сами, у вас в голове этот хлам и будет. И будете верить вот этим вот теориям заговора, которые пачками рождаются каждый день. Да, друзья, я должен сделать важное сообщение. Во-первых, становитесь спонсорами канала, потому что мы постепенно должны делать свое полноценное СМИ. Во-вторых, новая функция, под каждым видео есть значок «Супер спасибо», где вы можете также сделать свой вклад в развитие канала. И еще раз повторюсь, нам нужно делать свое СМИ, все эти деньги идут в общий фонд. Идем дальше. Мой любимчик Арестович. Больших предисловий не надо, просто послушайте внимательно. Я не верю в страшное российское наступление. Да, если я ошибусь, я честно скажу, я ошибся и пойду на фронт. Но проблема в том, что бояться нечего. Распаковывайте тревожные, уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы. Меньше слушайте эту дурь про кровь и про страшное оборудование, все, что нам сообщает CNN, Вашингтон-Пост и так далее. Не слушайте российскую пропаганду. И эту не надо слушать, и эту. Слушайте свою собственную украинскую державу. Слава Богу, она удивительным образом ведет себя трезво. Конечно, мы еще не выпрямили ноги, не встали твердо на ноги, не послали всех нахер подальше. Но мы уже хотя бы не продавливаемся так откровенно. Но не продавливаемся, верим в собственной разведке, Министерство обороны больше, чем вот этим западным и российским страшилкам. Вот это и есть независимая держава. И дай Бог нам всем жить по-настоящему независимой державой. Для этого нужно сделать пустяк. Понять, что все зависит от нас, от наших решений, и начать реальное изменение нашей внутренней и внешней политики. Вот он сказал, а теперь давайте так. Говорил, не было войны, распаковывайте тревожные чемоданы. Война есть, тревожные чемоданы, мне жаль тех, кто их распаковал, умные спаковали. И третье, пойду на фронт. У Гордона рассказал, я делал отдельное видео, Гордон рассказывал, что я собирался на фронт, уже по дороге в военкомат позвонил Ермак, ты нам здесь нужен, давай сюда. Но уже ж ты опростоволосился, уже вынужден был написать заявление об уходе. Ушел ты с позиции советника Ермака. Так на фронт открыта дорога, вон людей хватают. Опять же, посмотрите мое видео, одно из последних, это кошмар. Там более 150 тысяч просмотров, что творится в Одессе и в других городах, по какому беспределу, в какой форме, я бы сказал, рашистской. Людей хватают в военкоматы. Так иди, Алеша, спасай родину, у тебя же там 33 боевых выхода. Но это только начало. Теперь смотрите, что он Рамине рассказывает во втором своем інтерв'ю. Ви бачили заголовки на Fox News? Коли? Нещодавні. Зеленський оголосив війну християнству. Це коли Служба безпеки зайшла в Києво-Печерську лавру і в інші лаври. Fox News – це головний телеканал з величезним охопленням, головний канал республіканців. Отримання цих заголовків, воно на користь Україні? Ні, не на користь. А як працювати з російською церквою? Вот он это сказал, что на Fox News потом подхватывают рашистские сайты, телевидение, все работает против Украины. То есть против Трампа открыто выступил. Но я вам сейчас показываю, что получилось тогда, когда Алеша, собственно, та причина, по которой он вылетел с офиса президента, показательно, но тем не менее, формально вылетел оттуда он. Случился скандал, когда он сказал, что ракету в Днепре, которая пала в дом, сбила украинское ПВО. Посмотрите на ленту рашистских телеграм-каналов, что тогда было. Так кто больше работает за пропаганду Путина? Fox News и Трамп или Алеша Арестович? Вопрос к вам, зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Арестович, человек Ермака, на мой взгляд, аферюга, трепло, человек, не отвечающий за свои слова. Но этот человек сейчас плотно готовится, при огромной поддержке некоторых олигархов и бизнес-групп, пойти в политику, и он будет в большой политике в Украине, к большому сожалению. Он не будет слазить скоро с экранов телевидения. Как только начнется предвыборная кампания, вы посмотрите, что начнется. И это, на мой взгляд, человек, который магнетизирует всю вату, латентную вату, то есть весь тот электорат, который, по сути дела, своими голосованиями, действиями, менталитетом,
вообще философией жизни, разрушил и продолжает разрушать Украину. Это ОПЗЖ, это Шария партия, это регионалы, вот эта вся вата, которая тянется, которая в Украине в среднем было, ну, худшие времена, наверное, больше 15%, сейчас вот последние годы было 10%. Сейчас будет меньше, но есть понятие как латентная вата, то есть он НЛПшник все-таки мощный, он перезомбирует, под другим соусом это грамотно подаст, разведет. Если он смог одурачить миллионы людей, когда я первый его, по сути, в Украине раскусил, публично с ним вступил в перепалку, там на другой почве бизнеса, но тем не менее. Этот человек сейчас будет делать то же самое. А когда это будет подпитано не просто его личными качествами, а огромными деньгами, десятками миллионов долларов, это может иметь просто взрывоопасный эффект и составлять, на мой взгляд, крайнюю опасность для Украины. Поэтому я прошу вас, будьте внимательными. Ну и почему на обложке третий, так сказать, эксперт Михаил Кухар, это экономист, как он себя называет. Человек уникальный. Вот люди, может, кто постарше, вы помните такого экономиста Пасхавера, который работал, наверное, начиная, не знаю, может, и на Кравчука работал, но точно начиная с Кучмы, улыбался, вот везде он приходил на телевидение и рассказывал, как надо было бы, полную ерунду по советским учебникам, это не экономика. Все экономисты, которые пытались продвигать какие-то либеральные, не дай бог неолиберальные, а еще если либертарианские идеи, он их просто пытался высмеять. На всех эфирах он сидел такой улыбающийся, с легкой улыбочкой, типа вы тут все идиоты, я тут самый умный. А по сути, вернее по факту, все годы независимости, сколько у него было, ну, годы активности в силу возраста, он все время работал на власть, за пайку рассказывал там сказки. Не будем сейчас трогать городских сумасшедших, как Охрименко, типа псевдоэкономистов, ну клоунов настоящих. Я вот еще взял Кухаря, потому что он себя позиционирует как серьезный. И вот смотрите, что с этого получается. Этот человек в 2019 году еще рассказывал, что Украина это лидер Восточной Европы в плане экономики, растет быстрее всех, фантастически. Говорил, что Киев в 3 раза превосходит Варшаву. Ну это как бы разительно показывает, потому что ну вот по всем признакам, количество 5-звездочных отелей, наличие магазинов модных торговых марок, количество автомобилей и их цена, которые ездят по улицам. Но опять же, как одеты люди, как они проводят время, количество концертов. По всему Киев богаче Варшавы, ну в 2-3 раза. Ну просто по всем формальным признакам. Может, просто Варшава более ровная к другим городам? Но это было мое такое, ну, мое такое мнение. То есть как это получается? Просто врет, на мой взгляд, вам. Потому что если в Варшаве нет Бентли, Роллс-Ройсов очень много и премиум-класса там BMW и Мерседесов, то это еще совсем не означает, что Варшава беднее Киева. Я напоминаю, что ВВП в Украине до войны был чудом 200 миллиардов долларов, только потому что повысилась коммуналка и там ряд внутренних платежей искусственно поднято, а по факту это было 150 миллиардов долларов. Да, огромный теневой сектор. Но мы берем сейчас реалии. А в Польше свыше 600 миллиардов долларов. То есть Польша, будем говорить, почти в 4 раза богаче Украины, если реально смотреть. Но официально по цифрам в 3. Другой вопрос, что там рынок настоящий. То есть там люди конкурируют профессионализмом. А здесь он, наверное, я же говорю, смотрел по дорогим машинам, которые там 80% принадлежат всем тем псевдобизнесменам, которые работают в спайке с государством. И 20% реальному бизнесу, и то только в Киеве. Но нельзя мерять ни по Киеву, ни по дорогим машинам. Потому что тот, кто вот, может, среди вас есть те, кто любит футбол, прекрасно знают, что когда мы сравниваем, например, футбольные чемпионаты по силе, то мы не смотрим там на 5 первых команд. Мы смотрим на всю таблицу и посередине. То есть по среднякам меряют силу чемпионата. Например, в чемпионате Англии там команд, наверное, 14 способны великолепно играть в европейских кубках. А во Франции таких команд, допустим, 3. Вот вам и все, но мы же не можем судить по первым. А Кухар может и вот так вот делает, задурит вам голову. Потом его прогнозы резко менялись. Как бы точка сидения определяет точку зрения. Власть хорошая, плохая, где платит, где не платит. В 2019 году была хорошая, потом была жесткая критика. Потом сделали вброс про вот эту систему 10-10-10. Насколько я знаю, Кухар выпрыгнул, все, я буду ее готовить, там чуть ли... Ну, то есть нанимает власть, власть хорошая, все, перспектива есть. Власть не нанимает, буду критиковать, чтобы власть обратила внимание, позвонили откуда надо. Это так эксперты им рассказывают, это как работает. Там, давай сделаем программу, давай там будешь говорить по-другому. Ну, все, так Пасхавер всю жизнь так делал. Просто эксперты по экономике, как они себя называют, это вообще особо опасно, потому что вы тогда просто не понимаете... Ну, грубо говоря, откуда вообще в стране берутся деньги. Поэтому я вас прошу, вот вы слушаете одного, второго, третьего, раз уж слушаете, а я знаю, что слушаете. Google
перепроверяйте их слова, вникайте, думайте. Я вот вам говорю как есть. Я очень многим рискнул ради этого, для того, чтобы говорить правду. Начинаю жизнь в другой стране с нуля, для того, чтобы строю бизнес с нуля, более того. У меня был успешный бизнес в Украине и очень успешный. Но я сейчас вам говорю правду, потому что я не могу жить, когда не могу говорить правду. Вот сейчас я говорю вам правду, для того, чтобы вы это знали, для того, чтобы вы пытались впитать как бы знания и вещи так, как они есть. Это чаще всего, в 90% случаев, вот сейчас это горькая правда, это неприятно. Но без этого не будет выздоровления. Так что, дорогие друзья, эксперты ни хрена не знают. Вот такой вывод. Будьте внимательны, будьте осторожны. Кому нравится видео, канал, добро пожаловать в спонсоры канала, кнопочка есть. Ставьте супер спасибо. Будем делать свое СМИ, потому что люди должны знать, как все обстоит на самом деле. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.